Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за последнее время. В этот раз производители были щедры на новинки, поэтому буквально за несколько дней накопилось информации на целый выпуск. Поехали! Польские коллеги из WMASG подкинули информацию сразу о нескольких горячих новинках от Spetsna Arms и ENDEL. Самой горячей новостью можно назвать анонс АК-12 AEG от ENDEL. Производитель заявил, что после долгого процесса разработки и тестов наконец готова 3D-модель финальной версии АК-12. Следующие этапы – рабочий прототип и серийное производство. Кстати, Moss Manufacture, дистрибьютор, продающий бренды ENDEL, Arcturus и Meister Arms, уже начал продажи прикладов и механических магазинов от АК-12. От какого конкретно производителя пока не уточняется. Вторая горячая новинка от ENDEL – это SVD AEG. Винтовка выполнена из стали и настоящей фанеры, покрытой лаком. Стальные детали покрашены. Говорят, что лимитированная серия из 1000 винтовок будет продаваться в деревянных ящиках. Другой информации, к сожалению, пока нет, зато есть несколько хороших фото. Особенно интересно, данная новость выглядит в свете того, что Bulgir Customs планирует выпуск стенок гирбокса для SVD из алюминия, выполненных на ЧПУ. Об этом они намекнули в новости о работе над отладкой стенок третьей версии. Если кто не понял, на заднем плане чертеж гирбокса от SVD и надпись «Лучшая цена». А еще ENDEL сделали страйкбольную AEG-версию HK416A5. Некоторые пользователи, увидев фото, даже обрадовались, заявив, что тут ошибка и это HK416F. Но, судя по ответу представителей WMASG, на фото промежуточный прототип, фурнитура и обвес которого будет изменен, и в итоге все-таки это будет HK416A5. Внутри новинки стенки гирбокса с 9-мм подшипниками и быстросъемной направляющей пружины. Стальной цилиндр, стальные шестерни, выполненные на станке с ЧПУ, нозл с о-рингом, тихая голова поршня, мощный мотор, способный тянуть пружину до М170 и MOSFET. Карабин будет выпускаться в расцветках черный и RAL 8000. Strike-Art наконец выпустили выстрел Стрела 2М-У с ударной инициацией. Взрыв происходит либо при соприкосновении с вертикальной или горизонтальной поверхностью, либо с задержкой, если ударная инициация не сработала при попадании по касательной или в кусты. Дальность полета немного меньше обычных стрел и составляет около 90 метров. В целях повышения безопасности минимальное расстояние для взведения ударной инициации 8 метров. При выстреле в упор ударная инициация не сработает. Розничная цена 360 рублей. Spetsna Arms анонсировали появление линейки HK416 H-серии. Первая партия поступит в продажу в первом квартале 2020 года. Внутри будет установлен гирбокс Orion с быстросъемной направляющей пружины и электронным ключом Gate. Комплект поставки будет включать в себя целых 2 механических магазина. Других подробностей у меня пока нет. А еще в первом квартале 2020 года планируется релиз приводов АК-серии от Spetsna Arms. По имеющейся информации, ствольная коробка и ствол будут выполнены из стали. Внутри будет стоять гирбокс третьей версии, вероятно с электроникой от Gate. Планируются как классические модели АК-74 и АКМ, так и в тактическом обвесе, позволяющие устанавливать аксессуары с интерфейсом RIS. Помимо приводов, Spetsna Arms планирует выпуск магазинов для АК собственного дизайна, аналогичные тем, что поставляются с приводами Spetsna Arms Edge. ICS поделились информацией, что в январе 2020 года состоится релиз CQBM-ки с магазинами а-ля под патрон 9 мм. Привод построен по архитектуре линейки CXP Mars и называется ICS PDW9, и, насколько мы поняли, выполнен из алюминиевого сплава. Органы управления продублированы с левой и с правой стороны. Рукоятка имеет измененный угол наклона. Такие рукоятки нужны для того, чтобы уменьшить нагрузку на кисть, когда вы прижимаете локоть к корпусу во время стрельбы. Внутри стоит гирбокс с электроникой SSS Gen 3 E-Trigger и скоростной мотор на 35 тысяч оборотов в минуту. Камера хоп-апа стандартная М4 типа.
Кстати, о хупапах. Если вы искали, где купить резинку хупапа от Maple Leaf, то вам определенно в Airsoft Store. Прямо сейчас у них самый полный ассортимент резинок от Maple Leaf. Есть как базовые и хорошо зарекомендовавшие себя резинки Macaroon, Автобот и Decepticon, так и их обновленные версии релиза 2018-2019 годов. Супер Macaroon, Супер и Wonder. Про любителей болтовок тоже не забыли. В каталоге есть резинки Mr. Hop с увеличенной площадью давящего пупыря, специально разработанные для работы со спрингом с тяжелыми шарами. Помимо самих резинок в наличии есть оригинальные омегаобразные давилки, рассчитанные для работы с этими резинками. Ценник вполне адекватный, вы можете убедиться в этом сами по ссылке в описании. Если вы ждали страйкбольную версию RPK-16 от LCT, то можете еще начинать ждать RPK-16 от Raptor Airsoft. Каких-то подробностей пока нет. Известно только то, что релиз запланирован на второй квартал 2020 года. Скорее всего, новинку можно будет посмотреть уже на IVA 2020. Орггруппа Зло планирует на своих проектах ввести обязательное использование ночью трассерной подсветки шаров. Учитывая, что Зло проводят самые масштабные игры в России, тенденцию вполне могут подхватить и другие организаторы. Например, наша орггруппа Цифра серьезно думает над этим вопросом, и скорее всего следующая наша игра с ночной фазой будет с обязательным использованием трассеров. Чтобы узнать мнение игроков, Зло провели у себя в группе опрос, и судя по результатам, большинство игроков поддерживает такую инициативу. Мастерская Airsoft Lab 52 сделали приклад для нового гранатомета TAC-35 от Tagin. Приклад позволяет стрелять из гранатомета без установки на автомат. По сути, получился малогабаритный ручной гранатомет. Называют этот приклад Кастет Style. Пока изделие существует в единичном предсерийном виде. Ожидаемый ценник 6500 рублей. Polarstar анонсировали свою версию механической ВВД-системы без электроники. Называется она вот так. Я хрен знаю, как это прочитать. Секутор Airsoft начали продажи ГББ-пистолета Хайкапа с гладиаторским названием Ludus. Ludus, по легендам, это такая священная земля гладиаторов. Дизайн линейки весьма специфичен и в духе остальной продукции от Секутор. На пистолете есть маркировка Divide et Imperia, что дословно означает «разделяй и властвуй». Помимо самих пистолетов есть еще и аксессуары к ним, например, имитация ДТК в 3 расцветках и крепление для прицелов РМР. Это все новости на сегодня. Как всегда, предлагаю обсуждать их в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх за наше скромное старание. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. До скорого. Я завис. Пока. Кью Тхера. Я не могу это прочитать.